Приветствую всех на своем канале. Сегодня будет несколько иной формат видео, чем тот, к которому вы уже привыкли. Это будет, так сказать, эксперимент. Если эксперимент окажется удачным, оставляйте комментарий, чтобы я понимал, что он действительно удачный. Или же наоборот, если он окажется неудачным, тоже оставляйте комментарий, чтобы я тоже понимал, что эксперимент неудачный. По названию видео вы, наверное, уже поняли, что речь сегодня пойдет о Т-34, точнее о моделях танка Т-34. Я думаю, никто со мной спорить не будет, что без танка Т-34 моделизм немыслим в принципе как таков, на самом деле сложно его представить. И это не мудрено, потому что основная тематика стендового моделизма в 35-м и в 72-м масштабе это как раз военная техника. И это вполне естественно, что Т-34 закрепился в моделизме очень прочно, и сдавать свои позиции он совсем не собирается. А перед тем, как перейду к основной части видео, зачитаю некоторые комментарии и постараюсь на них ответить. Итак, первый комментарий от пользователя, ник, который вы видите на своих экранах. Новичку без бюджета нужно предлагать только малышей от звезды в 100-м, а новичку с бюджетом надо выбирать звезду в 72-м масштабе. У меня самая навороченная и не звездовская модель ТП-З1, фак в 72-м от Revell. При этом я занимаюсь моделизмом второй год. А ты советуешь сразу Леопард в 35-м от Revell. Проще деньги сразу на ветер выкинуть, чем покупать модель почти за 2К и на выходе получить кизяк из-за отсутствия опыта. Это комментарий под видео 10 моделей для новичков. Таких видео у меня есть два, то есть уже суммарно 20 моделей для новичков. И ссылки на два этих видео будет в описании видео. По сути вопроса. 72 масштаб для новичков я не рекомендую в принципе, тем более 100-й масштаб. Несмотря на его маленькость, так называемый, 72 масштаб требует намного больше умения, намного больше усердия и аккуратности. Я в свое время тоже собирал немало моделей 72 масштаба, я с них начинал, но я не считаю это точкой отчета своей модельной практики. Я считаю точкой отчета именно когда я перешел на 35 масштаб. А до этого я собирал разные модельки в 72 масштабе, это целая там куча ICM-овских зилов и тому подобное. Это мой субъективный взгляд, я никого не переубеждаю, не отговариваю, я просто говорю, вот какой путь я прошел. Я начинал с 72 масштаба, это было почти баловство, это была несерьезная модельная практика, а вот с 35 я уже начал серьезно этим заниматься. Если же сравнивать ТПЗ-1, предложенный в комментарии в 72 масштабе для новичков, и Леопард в 35 масштабе от Revell, то у них плюс-минус сопоставимое количество деталей. Например, у ТПЗ-1 174, у Леопарда 222. И я считал тогда, я считаю и сейчас, что Леопард от Revell это модель для новичков. Она собирается достаточно просто, да, у нее не маленькие размеры, но если вооружиться томиевским баллончиком, не имея аэрографа, например, как у новичка часто бывает, то осилить ее сможет более-менее новичок, ну, который же, конечно, не самая первая модель, для него это может быть вторая, третья, но пробовать можно. Есть модели Леопарда, например, от РФМ, которые сильно сложнее, если я не ошибаюсь, у него в районе 500 деталей или даже 600. Это да, это сложная модель, это даже близко к ней новичку не надо подступаться. Леопард Ревеловский, я думаю, стоит. Следующий комментарий про аэрограф, чем джаз отличается от Иваты. Я не могу ответить на этот вопрос с профессиональной точки зрения, я отвечу больше, наверное, как обыватель. Я сейчас пользуюсь аэрографом Фенгда, так называемый набор 3 в одном, там есть 3 жала и 3 сопла на 0.3, 0.2 и 0.5. Они никак не подписаны, они скорее всего уже все там перепутаны. И это не аэрограф, это просто мучение. Я просто во избежание этого хочу взять нормальный аэрограф, тот, который по отзывам самый лучший. Самый лучший по отзывам это Ивата. Сколько я не смотрел обзоров, все рекомендуют именно Ивату. Следующий комментарий касается авиации. Меня всегда интересовало, почему в авиации масштаб 1.32, почему не сделать 1.35, чтобы можно какие-то было диарамки там придумывать себе делать. И вот пользователь, комментатор оставил комментарий. Я думаю, для многих это будет информационно полезно. То есть 1.32 это дюймовый, привязано к дюймам, а 1.35 привязано к метрической системе. Все так просто объясняется, все логично. Спасибо большое за такой комментарий и разъяснение. Надеюсь, кому-то тоже будет полезно, как и мне было. Ну а теперь переходим к основной тематике ролика, а именно экзотический Т-34 в 35 масштабе. Экзотический это, конечно, кликбейтное название, я бы просто сказал нестандартные, либо какие-то модифицированные Т-34. Что меня сподвигло на подобное видео? Я всегда
тяготею к каким-то необычным моделям, то есть к необычным конверсионным моделям, просто к необычной технике. Подразумевая под словом необычно, это, например, стандартный Т-34 знает абсолютно каждый, ну вот, например, тягачи на базе Т-34, ну, если и знают, то немногие. И мне просто стало интересно, я давно хотел собрать 34, но мне стандартной модели, наверное, было мало. И я просто поинтересовался, какие еще бывают они, и, как оказалось, немало. И я думаю, что неплохо было бы записать подобный ролик. Вдруг не один я такой, имеющий интерес к подобным моделям, вдруг еще кому-то пригодится. Самая первая модель 34 в 35 масштабе появилась аж, представьте себе, в 1965 году. И была это модель фирмы Tamiya. Хотя, наверное, более правильно говорить Tamiya, но я еще с незапамятных времен, когда только начинал заниматься моделизмом, я почему-то привык называть Tamiya Tamiya. Я иногда даже сейчас так ее называю. И несмотря на возраст, несмотря на годы, модель выполнена вполне себе неплохо. Не могу сказать, что по современным меркам она отличная, но я думаю, для каких-нибудь там 90-х, 80-х годов это была модель очень-очень хорошего уровня. Ну что говорить, если даже если вот я сейчас поставляю фотографии, вполне себе неплохая модель для модели 65-го года, для ее отливок. Ну, долго останавливаться на ней не будем, потому что цель этого видео не стандартные Т-34, а их модификации. И самая первая нестандартная Т-34 появилась аж в 2002 году. То есть с 1965 до 2002 года выпускалась исключительно разными фирмами, исключительно стандартная Т-34. И была эта модель сирийского самоходного орудия 122 мм Т-34Д-30. Выпускалась она фирмой McVitie, которая, к слову, кроме нее выпускала еще немало интересных моделей, в том числе и те, которые нас интересуют в рамках этого видео, то есть модификации Т-34. Что же из себя представляла данная модификация? Брали сирийцы танк Т-34, скорее всего, уже отслуживший свое или близкий к тому, снимали с него стандартное вооружение и на место башни ставили орудие Д-30. Принимали участие на стороне, естественно, сирийских войск в арабо-израильских войнах, в шестидневной войне и в войне судного дня. На сегодняшний день этот набор фирмы McVitie является раритетом. Достать его, скорее всего, очень сложно, если вообще это возможно сделать. Но если вы хотите собрать именно такую модификацию Т-34Д-30, то следует обратить внимание на фирму RFM. Она выпускает именно эту модификацию. Найти в продаже RFM на сегодняшний день намного проще, чем McVitie. RFM зарекомендовала себя как хорошего производителя качественных моделей. Они, конечно, и стоят немало, но они и дают соответствующее качество, деталировку, исполнение. Но эти модели, конечно же, не для новичков, они уже более для профессиональных моделистов или хотя бы не новичков, находящихся на среднем уровне. Поэтому это очень хороший вариант для тех, кто хочет собрать Т-34, но в нестандартной комплектации и при этом не заниматься поиском, как Шерлок Холмс, по всему интернету, по всем странам мира, чтобы ее найти. То есть она есть в продаже, в доступности, и если хочется, просто берете и собираете. И чтобы, как говорится, два раза не вставать, я пройдусь по фирме McVitie. У них есть еще несколько интересных модификаций Т-34. Например, самоходная установка Т-34-100, это египетский вариант. Создавался он по той же схеме, примерно по той же схеме, как и предыдущий наш герой. То есть на базу Т-34 водружалось орудие. Оно могло быть как в башенном, так и в безбашенном. Безбашенном, очень интересное название, варианте. Также самое принимало участие в войне судного дня, в шестидневной войне. Некоторое количество экземпляров было захвачено израильтянами. И судя по отзывам, ну, или комментариям, как это правильно сказать, израильтян, оценили они их достаточно высоко. То есть сделана она неплохо, свою задачу она выполняла тоже неплохо. Также у McVitie имеется Т-122, тоже египетская, и примерно все то же самое, что сказал про предыдущих двух героев, можно же сказать про нее. Тоже раритет, но так же, как и в предыдущем случае, у него есть современный аналог в виде набора RFM. Еще есть у фирмы McVitie немецкая модификация Т-34, а именно она называется Flakpanzer Т-34. И опять же схема такая же, как и у наших предыдущих героев, то есть берется база 34, на нее ставится зенитное орудие и получается самоходная зенитная установка Flakpanzer Т-34.
К сожалению, данный набор найти практически невозможно. Это раритет страшный. Но не все так плохо, потому что у Драгона есть такая же самая установка самоходная, только в его производстве, ну то есть Драгона. И его найти уже будет сильно проще. И опять же, отличный вариант для тех, кто хочет собрать 34-ку, но не в стандартной комплектации, а, например, вот такую, как предлагает нам Драгон. Флагпанцер Т-34. Следующая модель, которая достойна упоминания, AFV Club. Т-34 с прозрачным корпусом. У этой модели есть проработанная внутрянка, то есть двигатель, трансмиссия, ходовка, интерьер, всякие патрубки, ручки, все то, что есть у настоящей Т-34, точнее все то, что у нее было. Вот, смысл в том, что вы это все собираете, красите в визеринг и сверху накрываете прозрачным корпусом. И это будет выглядеть не как стандартная Т-34, а это будет вот именно в таком интересном варианте выглядеть. Ну, как по мне, тоже неплохой вариант для тех, кто хочет собрать что-то нестандартное, но при этом привычное глазу. Привычное глазу в том смысле, что 34 достаточно примелькавшаяся модель, достаточно популярная модель, а тут она будет иметь вроде бы те же самые формы, но совсем иной смысл и иной вид. Следующая модель, которую хотелось бы упомянуть, будет от фирмы Katana. Это АТ-42, артиллерийский тягач на базе 34. Я вообще люблю всякий вспомогательный транспорт, технический транспорт, такие скромные труженики, которые обычно остаются незамеченными, которые не ездят по парадам, особо звезд с неба не хватают, не мелькают в кинохронике. Вот меня они почему-то привлекают. И этот тоже меня очень сильно привлекает, но, скорее всего, достать этот набор практически невозможно. И очень жалко, потому что выглядит он очень интересно. Чего стоят только передние входные двери, как у BMW и Z. И вообще он такой, ну как сказать, душевный, что ли. В кузове имеются лавочки для перевозки красноармейцев. И если нужно, эти лавочки демонтируются и переводится груз. Спереди это прекрасная дверь для входа механика, водителя и прочих, тех, кто управляет этой техникой. Я бы очень хотел собрать этот набор, и, скорее всего, я бы выбрал его, если бы смог его достать. Но, к сожалению, скорее всего, что это невозможно. Следующая модель, которую стоит упомянуть от фирмы The New TMD, это цельнолитой смоляной набором не назову, потому что это уже готовая модель. Ее нужно только покрасить и соответствующий визеринг сделать. Ну, как по мне, не совсем полноценный набор, но упомянуть стоит, потому что в этом видео экзотические 34-ки рассматриваем. Поэтому он в этом рейтинге или в этом видео, но особой ценности, особого интереса лично у меня он не вызывает. Также у фирмы ACM неожиданно оказалось два экзотических набора 34-ки. Первый это огнеметный танк ОТ-3476, а второй это тягач на базе этой же 34-ки. И если огнеметный танк от обычного почти ничем не отличается, внешне я имею в виду, то тягач отличается просто отсутствием башни. Но для меня, как я уже сказал, мне нравится всякая вспомогательная техника. Вот почему-то именно этот тягач меня не особо привлекает. Ну, я понимаю, как он появился в модельной линейке ICM, то есть была база в виде стандартных 34-ок и просто расширили линейку добавлением вот такого тягача. Они существовали на самом деле, но производились далеко после Второй мировой войны, в 60-х годах примерно. Ну, по сравнению с тем же АТ-42, который был раньше, про которого я упоминал, этот мало интересен. Хотя, как вариант необычной модели, необычной Т-34, тоже для кого-то может быть изгодится. Ну, не упомянуть в этом видео его нельзя было. Еще одно трофейное немецкое самоходное орудие производства фирмы Dragon тоже стоит упомянуть. Это флаг 36-37. Построенные примерно по той же схеме, как и предыдущие самоходки, то есть на базу 34-ки водрузили орудие и получилась вот такая самоходка. Опять же, вполне себе хорошая по качеству, доступности, не надо его там бегать искать, то есть оно вполне себе доступно. И нестандартно выглядит, вроде как знакомый силуэт 34-ки, но в то же время и экзотика.
И последний на сегодня, последний в этом видео будет целая россыпь моделей от мини-арта, которые поступили достаточно хитро. Они создали одну базу 34-ки и на ее базе склепали целый ворох разных модификаций, всякие китайские, румынские, каких там только нету. Это достаточно хитрый ход, но, сказать по-честному, это рабочий ход, потому что меня, например, очень заинтересовал египетский вариант. У них он есть как в интерьерном варианте, так и безинтерьерном. Причем, если я не ошибаюсь, безинтерьерный он идет с фигурками, то есть мне это очень подходит, потому что интерьерный я пока не берусь, несмотря на то, что я давно уже занимаюсь моделизмом, но мне кажется, танки с полным интерьером я пока еще не потяну, ну, то есть не мой уровень. Также у меня арта есть 34-ки, которые принимали участие в югославских войнах. Ну, то есть представьте себе, как долго 34-й танк был в строю. Но, как я сказал, больше всего меня заинтересовал египетский вариант, именно безинтерьерный с фигурками. И, скорее всего, что остановлюсь я на нем, мне он больше всего подходит. Конечно, это условная экзотика, но, тем не менее, какая есть, из тех, что доступно, из тех, что не нужно там прилагать сверхусилия, чтобы их найти, мне он больше всего подходит. Но не так все просто, как думалось, потому что где-то с недельку назад мне на глаза попался Т-55А чехословацкого варианта в сербском исполнении. И мне почему-то так захотелось его сделать, вот именно вот то, что я хочу. И я теперь, вот знаете, как метаюсь туда-сюда выбрать или египетский 34-ку, или сербский Т-55А. В общем, у меня сейчас вот такой вот выбор. Ну, собственно, все по экзотике и Т-34 я прошелся. Если какие-то модели забыл, можете добавлять. Ну и вообще напишите, как вам такой формат видео, заходит, не заходит. Будет интересно почитать, мне просто для собственного понимания, нравится вам такое или нет. Все, всем спасибо, обязательно подписывайтесь, комментируйте, это помогает в продвижении видео. Все, всем пока.